Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. Сегодня мы покажем вам одно простое, но уникальное упражнение для улучшения состояния нервной системы. Упражнение называется «Снежинка». Оно хорошо снимает нервное напряжение, помогает многим людям при панических атаках, при эмоциональном выгорании и при депрессии. У многих людей при выполнении этого упражнения уходит поверхностно-телесная боль, что может быть актуально при фибромиалгии. Еще это упражнение помогает многим людям бороться с бессонницей, хотя в данном случае это срабатывает не у всех, но у многих. Есть и другие плюсы от этого упражнения, есть небольшие минусы, но обо всем этом мы расскажем в конце программы. А сначала покажем вам само упражнение, тем более, что много времени выполнение этого упражнения у вас не займет. Делать упражнение снежинку лучше сидя, но когда вы это упражнение освоите, его можно делать и лежа, и даже стоя. В том случае, если вы будете выполнять это упражнение стоя, то тогда нужно за что-то держаться рукой, чтобы не упасть. Упражнение делаем только глазами. Первое движение. Делаем движение глазами сверху вниз, не быстро, с удобной для вас скоростью, с максимальной амплитудой 10 раз. Обратите внимание, вниз-вверх это одно движение. Вот повторяем такие движения вниз-вверх 10 раз. Второй этап. Слева направо по горизонтали. То есть делаем движение с вашего лева направо и обратно. Делаем не быстро, с удобной для вас скоростью и с максимальной амплитудой. Тоже делаем 10 раз. Третий этап. Теперь делаем движение глазами по диагонали. Слева сверху и вниз вправо. Не быстро, с удобной для вас скоростью, с максимальной амплитудой 10 раз. Еще раз подчеркиваю, с вашего лева и сверху и вниз вправо. И обратно. Вот слева, сверху и вниз вправо и обратно нужно сделать 10 раз. Четвертый этап. Теперь делаем по другой диагонали. Справа сверху и вниз влево. Опять же не быстро, с удобной для вас скоростью, с максимальной амплитудой. Справа сверху, вниз влево и обратно 10 раз. Это был первый раунд, когда вы по 10 раз сделали движение сначала сверху вниз, потом слева направо и потом по двум диагоналям. И каждое движение вы делали по 10 раз. Вот таких раундов у нас должно быть 3, максимум 4. То есть вы выполнили первый раунд, все 4 упражнения по 10 раз. И сразу после этого вы повторяете все это снова еще раз, второй раз, третий и максимально 4-й раз. И на этом все. Теперь важные моменты. Первое. Во время выполнения этого упражнения нужно, чтобы голова не двигалась за глазами, то есть голова должна оставаться неподвижной. Когда вы делаете упражнение, амплитуда движения глазами должна быть максимальной, насколько вы можете делать. Тогда будет наибольший эффект. Третье. Во время выполнения упражнения не забывайте дышать. А то некоторые люди машинально задерживают дыхание, и это не очень хорошо. Старайтесь дыхание не задерживать, по возможности дышите максимально спокойно и ровно. Что важно, упражнение нередко помогает с первого же раза, то есть оно часто дает мгновенный эффект. Но все-таки для того, чтобы эффект от выполнения этого упражнения был стойким, его нужно делать регулярно. Желательно делать ежедневно, ну или как минимум 4-5 раз в неделю. Как долго нужно делать упражнение? В идеале не меньше месяца, а дальше смотрите по необходимости. Если упражнение на вас хорошо действует, его можно делать и год, и 2, и 10. В какое время суток лучше делать это упражнение? В любое. Если вы делаете упражнение 3 раза в день, то вы можете делать утром, днем и вечером. Если 1 или 2 раза, то вы делаете, когда вам удобнее, утром или днем. Но если нужно снять напряжение и усталость, или если нужно бороться с бессонницей, тогда это упражнение нужно делать вечером перед сном. Однако, и это важно, тут нужно смотреть по вашей реакции на это упражнение.
Потому что у некоторых людей, у небольшого процента, это упражнение наоборот сон сбивает. И вот тогда его вечером и перед сном делать не нужно. Но все-таки более частая реакция на упражнение, после него может тянуть сон. Некоторые люди после выполнения этого упражнения начинают сильно зевать. Это нужно иметь в виду тем, кто делает упражнения утром и днем, чтобы вы потом не заснули на работе после снежинки. Тогда лучше делать это упражнение наоборот только вечером. Теперь о минусах и дополнительных плюсах упражнения. Минусов, к счастью, мало. Есть редкие побочные эффекты и противопоказания. О них, пожалуйста, обязательно прочитайте под роликом. Основной же минус только один. Хотя это упражнение действительно многим людям помогает, но есть небольшой процент людей, примерно 10-15%, на которых это упражнение не действует. Или действует не так, как бы хотелось. То есть наоборот дает место успокоения, некое перевозбуждение. Вот в этом случае тогда вам это упражнение, к сожалению, не подходит. Здесь рекомендация только одна. В этом случае, к сожалению, упражнение придется отменить, и нужно будет искать другие методы терапии. К слову, в этом случае можно попробовать наше одно простое дыхание от волнения, панических атак и тревоги. Это одно простое дыхание великолепно работает и само по себе, но, кстати, оно прекрасно сочетается с нашей сегодняшней снежинкой. Это я говорю для тех, у кого будет время попробовать и то, и другое. То есть можете выполнять наше одно простое дыхание и делать упражнение снежинка. И ссылка на одно простое дыхание на это видео будет дана под нашим сегодняшним роликом. Теперь о дополнительных плюсах снежинки. У многих людей при регулярном выполнении этого упражнения повышается концентрация внимания и улучшается память. Упражнение может иметь пользу для тех, у кого происходит возрастное снижение памяти, или для тех, кто перенес инсульт. Вряд ли в этом случае будет какой-то сверхэффект, но все-таки ощутимая польза вполне может быть. Опять же, не у всех людей, но у многих при регулярном выполнении этого упражнения улучшается зрение. Причем как при близорукости, так и дальнозоркости. Это такой приятный побочный бонус. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими методами лечения, например, нашей сегодняшней снежинкой, пожалуйста, напишите в комментариях под роликом о своих результатах. Как это упражнение на вас действует, как вы себя чувствуете. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.